Привет, друзья! Я не имел права пропустить эту новость. Я корю себя и, возможно, вы простите меня. Новость. В киевском метро березень стал мартом. На нескольких станциях метрополитена на турникетах отображалась дата, указанная на русском языке. Боже, что делать? Что делать с учетом того, что она сама эту новость произносит на русском, то это просто кошмар. Кошмар, что теперь? При этом слово «року» было написано на украинском. Как кощунственно как-то, это кощунственно. В результате на турникетах загоралось 1 марта 2017 року. Мы уже поняли, это ужасно и кошмарно. Ну, надеюсь, выехала уже опергруппа. О том, удалось ли руководству подземки устранить эту проблему, расскажет наш корреспондент Марина Осмолова. Марин, доброе утро. Что тебе удалось узнать, пожалуйста? Ну и дальше Марина узнает, что, собственно, там произошло. Ей рассказывают, как выходить из данной ситуации. Ну, я надеюсь, никого не расстреляют. Возможно, просто уволят, потому что это же ужас, какое кощунство. В украинском метрополитене надпись на русском языке «Март». Не березень, а март. Боже. Вот это вот серьезная новость. Это на самом деле очень серьезная новость. И ей посвящена целая новость. Вот этой новости. Ну, а теперь поговорим о другом. Не так давно закончился конкурс, проводимый одним из украинских телеканалов, который я регулярно нагибал. И я вышел из этого конкурса. Вы помните, я его освещал после того, как нам 3-й или 4-й раз мне и мои коллеги списали голоса. То есть, когда отрыв стал просто ненормальным, там в 20 тысяч голосов, начали списывать голоса. Сначала убрали кнопку «Проголосовать», потом решали, мутили, списали один раз, списали второй раз, списали третий, и в итоге выиграл какой-то человек. Я не буду произносить его фамилию, потому что вы в любом случае его не знаете. То есть, без проблем, знаете, я к этому отношусь вполне нормально. Но вот я прочел его размышления, в том числе и обо мне. Анатолий возражает, когда его называют антиукраинским блогером, но для меня он такой и есть. Все украинское, начиная от языка, флага, символов, все им было, простите, обосрано. Но он же успешный, потому что его смотрят ватники, а в нашем интернете их большинство. Шария однозначно самый успешный блогер в политико-информационном контексте. За построение успешного проекта ему честь и хвала, но для меня он антиукраинский. Почему никто не может превзойти Шария? Для того, чтобы превзойти Шария, нужно топить в сторону ватников, потому что их больше. Потому что их больше. Ну, понятное дело, почему она успешная, потому что она сосала. Это старая история, но меня другое вот. Антиукраинский, то есть, ну, надо гордиться. Сам парень делает видео исключительно про Россию. Казалось бы, в этом смысла нет. То же самое, что в Конго собрались, какую-то студию организовали и начинают рассказывать, к примеру, о Корее. Ну, какая разница? Немножко приятнее станет, потому что у Кореи тоже есть проблемы, но тут другая даже история. Я хочу гордиться. Дружище, я хочу гордиться. Я хочу, чтобы гордость изливалась из меня, чтобы она стекала по одежде и застывала кусками, чтобы я ходил по улице, а все говорили: посмотрите, сколько гордости застыло на его одежде. Я хочу гордиться, но я не знаю чем. Я не знаю, чем гордиться, потому что вы ничего не можете построить. Зараз, напевно, жодне авто, яке виробляється в Німеччині, не виробляється без певних деталей, які виробляються тут в Україні. А это министр иностранных дел Климкин. И он мне предлагает гордиться тем, что в Германии, скорее всего, нет автомобиля, в котором не было бы деталей, которые были бы сделаны в Украине. В Украине не делают детали для автомобилей. В Украине обмотку делают, проводки скручивают. Мне предлагают гордиться тем, от чего отказались, уже даже не хочу называть, чтобы не обидеть страны. Потому что они уже делают на самом деле серьезные комплектующие или же собирают полностью автомобили, но не скручивают проводки. Я не могу гордиться этим. І це, до речі, свідчення того, як працює вже на сьогодні не тільки двостороння співпраця, а наша зона вільної торгівлі с Европейским Союзом. Нет, Климкин, это свидетельствует только об одном, что это рабочая сила, которая стоит копейки, 3 копейки. Потому что если бы это о чем-то свидетельствовало, то тогда как мне объяснить, к примеру, вот это вот, то, что я нашел, не углубляясь, я не рылся особо, я просто навскидку посмотрел, вот, пожалуйста, в Ярославле делают двигатели для мерседесов. Почему у них делают двигатели? А у нас проводки, ведь мы же ближе к Европе. В любом случае мы ближе. Мне этим гордиться. Или вот этим. От дивишся на всі ці ями, бруд, побутове хамство, і зрозуміло, що з цієї країни треба тікати. Как правильно сделать ноги?
Мне этим гордиться, тем, что вы... Так вы сами не гордитесь. Поїхати з України хочуть 2/3 населення віком від 18 до 35 років. 2/3 населения хотят сбежать. Мне гордиться этим. Мне гордиться тем, что рукожопые воздвигли такую Вавилонскую башню, в которой все друг друга не понимают, все вместе делают вид, что они что-то вместе делают, но при этом хотят убежать. Вже цього року на заробітках опиняться майже 5 мільйонів українців. Боже, как я горжусь этим. 5 миллионов заробитчан. Я этим горжусь. Просто это официальные цифры, да? А не официальные какие, не озвучите. Но, кстати, за 2 недели до вот этого сюжета на том же телеканале нам рассказали, что в 2015-м выехало 14 тысяч человек. 14 тысяч какие-то. Весь цей час кількість мігрантів зменшувалася. Навіть в останній сплеск міграції 2014 року під час війни та кризи виїхало менше українців, аніж того ж 2000-го. 14 тысяч всего выехало. Да, есть же, нормально. Это не какой-то тебе 2000 год. У нас, кстати, уже скоро сравнения будут, как в свое время, с 1913-го, чтобы казалось, что мы вроде бы как растем. Растем, да, дальше уже некуда. Уже выросли. Что-то упирается уже в потолок. А, это рога, извините. Ну вот она озвучила цифру 14 тысяч за 2015 год. Я видел эту цифру. Да-да, ее тогда все возили. А вот эта вот цифра, как это? Что она? Откуда? Более 400 тысяч украинцев за полгода нашли работу в Польше. Всего за полгода почти 500 000 украинцев. И об этом сообщают польские издания. 411 тысяч украинцев. И они пишут, что работодатели хотят украинцев. Хотят. Но куда? Вы думаете, они хотят куда-то на высокоточные какие-то производства? Там, может быть, какие-то они в кабинеты их хотят рассадить? Нет, они их хотят в поля выгнать. Но даже на плантациях, согнувшись в 3 погибели, получая копейки, и то еще бабушка надвое сказала, получишь ты их или нет, они готовы корячиться, лишь бы не жить там. Давайте я сделаю блог о том, как я горжусь тем, что вы хотите сбежать. Для того, чтобы копаться в дерьме на чужих полях за копейки. Да? Лише за 2016 рік з України на заробітки виїхало 700 тисяч людей. Найбільше українців Странно, почему 2 недели назад они в передаче не говорили об этом? Почему они какие-то 14 тысяч тулили? 700 тысяч. 700 тысяч выехало. Горжусь. Горжусь. Мне вот этим гордиться. Оренда житла за секс. Вона йому інтим та сніданок. Він квадратні метри у центрі міста. Не далее, чем вчера. Я шел по улице и увидел одного отщепенца. Ну, скорее всего, он безработный какой-то. Такой идет, знаете, не пришей собаке хвост. И я подумал и сказал своей спутнице, что вот если бы вот этот поехал в Украину, там бы он стал королем. Потому что он уже иностранец. Потому что его облепят и будут его обсасывать, мягко говоря. Вы знаете, в самое ближайшее время уже будет безвиз. Это 100%. Он будет, его дадут, ну, с одной стороны, заберут эту морковку из-под носа. Я не знаю, что они потом будут предлагать. Но безвиз по-любому будет. И вот будут разделены те, кто поедет, на 3 категории. Первая категория – это те, которые поверили в то, что можно вот просто приехать, попить кофе в Праге и уехать. Вот они приедут, прозреют от цен, и это будет их последняя поездка. Вторые, которые приедут и решат, что они самые умные и могут остаться нелегально. Их потом, конечно же, выловят и пожизненно запретят въезжать в Евросоюз. И есть еще третий, которые начнут налаживать там всякие отношения, налаживать связи. И вот эти третьи вполне возможно где-нибудь, когда-нибудь потом зацепятся, получат какие-то мутное разрешение на работу. А со временем вот эти вот те, которые останутся, они уже будут говорить, да, ну мы, так как мы европейцы, мы тут все это самое. Я сейчас тебе покажу кое-что, мой зритель любимый. Это в одном из европейских аэропортов. В ресторане одного из европейских аэропортов прилетел рейс из Украины. Из Украины прилетел рейс, и Жиночка позвала свою, я не знаю, дочку или кого, и сказала, что там все дорого, седаємо тут. После этого она извлекла из своей сумки там, колбасу, там, бутерброды, и с хозяйским видом, разложив это все на столе в ресторане, начала это жрать. Лица персонала и окружающих надо было видеть. Это тоже повод для гордости. Потому что под эти недоуменные взгляды чавкала она достаточно таки гордо. Возможно, я просто
мизантроп. Возможно, я не замечаю каких-то великолепных свершений. Возможно, там, где вы видите прекрасную реформу полиции, я ржу, потому что 2 суток не могут поймать человека, который угнал маршрутку с людьми. Но кроме того, я пошутил вчера, сказал, что угонят трамвай в следующий раз и его не поймают. И оказалось, что вчера же кто-то пострелял на улице, впрыгнул в трамвай и уехал. И его не поймали. Возможно, вы видите хорошее там, где я его не вижу. Возможно, я просто мерзкий мизантроп. Но я бы хотел гордиться. Искренне, всем сердцем. Да блин, не получается.